Королевский замок – огромная средневековая площадь и атмосфера, которую не спутаешь ни с чем. Добро пожаловать в Краков, самый красивый город в Польше. Он пережил века, сохранил свое величие и остался одной из главных жемчужин Европы. Перед вами главная рыночная площадь в Кракове, Польша. Это одна из самых красивых и крупнейших средневековых площадей в Европе. Вся главная площадь, окруженная великолепными дворцами и старинными зданиями, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это сердце Кракова, где веками проходили королевские шествия, государственные присяги и важные исторические события. Прямо посередине площади находится знаменитая краковская скульптура «Связанный Эрос». Местные жители и туристы часто называют ее просто «голова». Скульптуру создал известный польский скульптор Игорь Миторай. Он подарил ее Кракову в 2004 году. Огромная пустая бронзовая голова, обмотанная лентами, символизирует безумную, ослепляющую любовь, из-за которой люди теряют голову. Гуляя по площади в Кракове, можно покататься на карете, запряженной наряженными в традиционную праздничную сбрую с яркими помпонами и бляхами конями. Кучера одеты в элегантные стилизованные костюмы, жилетки и шляпы-котелки или цилиндры, что добавляет атмосферы старой Европы. На такой карете туристов обычно катают по старому городу и везут в сторону королевского замка Вавель. Стоимость поездки на краковском конном экипаже зависит от выбранного маршрута и длительность прогулки, но фиксируется за аренду всей кареты целиком. Короткая прогулка 30 минут примерно 70 евро, часовой маршрут приблизительно 150 евро. Официального жесткого тарифа на каретах нету, цену нужно уточнять у кучера перед посадкой и можно немножко сбить цену. Площадь в Краково была официально заложена в 1257 году, когда князь Болеслав V Стыдливый наделил Краков магдебургским городским правом. Именно тогда была создана шахматная планировка старого города, сохранившаяся до сих пор. Главная цель создания такой площади – торговля. Краков находился на пересечении важнейших европейских купеческих путей, и городу требовался масштабный торговый центр. В центре площади начали строиться деревянные, а затем и каменные лавки. В конце XVIII века Польша потеряла независимость, а Краков перешел под влияние Австрийской империи. К началу XIX века из-за ветхости австрийские власти снесли старую ратушу, оставив только ее каменную башню. Эти готические ворота, построенные на рубеже XIII и XV веков, были основным парадным въездом в средневековый Краков. Именно отсюда начинался королевский путь, по которому монархи и иностранные послы следовали через рыночную площадь к замку Вавель. Сегодня это единственный уцелевший фрагмент древних городских укреплений. Флорианские ворота вместе с прилегающими к ним 3 башнями и барбаканом удалось сохранить. Это великолепное здание из красного и желтого кирпича, историческое здание главной пожарной охраны в Кракове. Оно было построено в 1877 по 1879 годах. Это одна из старейших непрерывно работающих пожарных частей в Польше. На площади Кракова красуется одиночная высокая башня ратуши, единственное, что уцелело от старинной городской ратуши, снесенной в начале XIX века. Башня имеет высоту 70 метров, заметный наклон около 55 сантиметров из-за сильного ветра в XVII веке, а под ней находятся старые подвалы, где когда-то располагалась городская казна и тюрьма. В самом центре главного рынка в Кракове находятся знаменитые суконные ряды. Изначально на этом месте в средние века были просто деревянные лавки, и только в 1555 году построили здание, которое дошло до наших дней. Нижние арки были достроены в XIX веке. На первом этаже по-прежнему кипит торговля, а на втором этаже находится галерея польского искусства XIX века, где можно увидеть знаменитые исторические полотна. Под зданием расположен вход в знаменитый подземный музей, где можно прогуляться по раскопкам средневекового Кракова. Польша славится своим янтарем. В лавках суконных рядов вы найдете потрясающий выбор – от классических бус и серебряных колец до современных дизайнерских украшений. Здесь есть как традиционный медово-желтый янтарь, так и редкий зеленый или молочно-белый.
Польские мастера славятся искусной работой с деревом. Особенный подарок отсюда – резные деревянные шкатулки с выжженными узорами и, конечно же, потрясающие коллекционные деревянные шахматы ручной работы. Обратите внимание на расписную посуду, особенно ценится так называемая болеславская керамика. Она легко узнаваемая по ярко-сине-белым штампованным узорам и славится своей прочностью. В суконных рядах всегда много туристов, поэтому цены здесь могут быть чуть выше, чем в небольших ремесленных лавках за пределами старого города. Но прелесть этого места в том, что все главные ремесла Польши собраны в одном красивом старинном зале, и здесь принято, не торопясь, рассматривать витрины. Совсем рядом с суконным рынком находится церковь святых апостолов Петра и Павла. Самая яркая и узнаваемая особенность – это ряд монументальных скульптур 12 апостолов, установленных на высоких постаментах перед кованой оградой храма. Сегодняшние статуи – это качественные копии, выполненные из прочного камня. Оригинальные скульптуры XVIII века, сильно пострадавшие от времени и кислотных дождей, теперь бережно хранятся в музейных залах внутри церковного двора. Храм возвели для ордена иезуитов на рубеже XVI и XVII веков, а прообразом послужила знаменитая римская церковь Иль-Джезу. Справа от храма стоит более скромное кирпичное здание. Это готический костел святого Андрея, одна из старейших церквей Кракова XI век, которая чудом уцелела даже во время разрушительного татарского нашествия. Здание имеет характерные для романского стиля две восьмиугольные башни, которые были дополнены позже в эпоху барокко, но гармонично дополнили общую композицию. Друзья, если вам нравится видео, поддержите нас, поставив лайк, и подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. Для тех, кто хочет финансово поддержать, могут угостить нас чашечкой кофе, ссылка в описании. Спасибо всем, кто это делает. Флорианские ворота – это один из символов города, представляющий собой сохранившуюся часть средневековых городских укреплений XIV века. Эти ворота когда-то были главными воротами, через которые проходил Королевский путь, торжественный маршрут польских монархов к Вавельному замку. Пройдя сквозь эту арку, мы попадаем на улицу, наполненную старинными зданиями, уютными кафе, ресторанами и сувенирными лавками. Вдали виднеется Краковский Барбакан. Это хорошо сохранившееся сооружение конца 15 века, которое когда-то было частью системы городских укреплений Кракова. Барбакан составляет собой мощную цилиндрическую постройку из кирпича с 7 сторожевыми башнями. Это сооружение было возведено в конце 15 века, в период угрозы нападения со стороны Османской империи. Оно служило ключевым внешним укреплением, защищавшие главные ворота Флорианские. Перед вами знаменитый Вавельный Королевский замок, один из самых значимых исторических и культурных символов Польши. На протяжении веков с XI по XVI век Вавель служил главной резиденцией польских королей. Здесь проходили коронации и погребения монархов. Замок представляет собой живой музей европейской архитектуры. В его облике гармонично сочетаются романский стиль, готика, ренессанс и барокко. Замок хранит уникальные культурные сокровища, включая знаменитую коллекцию фламандских гобеленов XVI века, королевские регалии, средневековое оружие и произведения искусства эпохи Возрождения. К сожалению, большинство оригинальных королевских регалий были разграблены прусскими войсками в 1795 году и переплавлены. Во время Второй мировой войны многие ценные экспонаты и произведения искусства были спрятаны в подземных туннелях и камерах замка, чтобы спасти их от уничтожения или кражи нацистами. В середине Вавельного Королевского замка находится аркадный дворик. Он окружен открытыми многоуровневыми галереями с аркадами, которые проходят по всему периметру замка. Этот дворик служит распределительным узлом. Именно отсюда посетители попадают на основные музейные выставки. Дворик был перестроен в XVI веке по инициативе короля Сигизмунда I Старого, который вдохновлялся итальянскими ренессансными постройками. Гуляя по Вавелю, можно выйти на террасу с открывающим видом на реку Вислы. С этой стороны холма посетителям открывается один из красивых видов на набережную, где часто можно увидеть прогулочные суды
суда и отдыхающих горожан. Стоимость билета в Королевскую сокровищницу стоит примерно $12,5, дети и студенты $8. Для любителей истории и старинной архитектуры город Краков просто находка, так как он практически не пострадал во время Второй мировой войны. Королевский путь, Вавельный замок и готические кастеллы перенесут вас в эпоху Средневековья. Для тех, кто хочет прикоснуться к сложным страницам 20 века, в городе открыта фабрика Оскара Шиндлера, в которой находится интерактивная выставка под названием «Краков. Время оккупации 1939 по 1945 годах». Экспозиция детально воссоздает атмосферу жизни города в военные годы. Посетители могут увидеть фотографии, документы и личные вещи тех времен, что позволяет полностью погрузиться в историю. Во время Второй мировой войны немецкий промышленник Оскар Шиндлер использовал эту фабрику для спасения сотен евреев от депортации в лагеря смерти. А в часе езды находится мемориальный комплекс Аушвиц-Биркету. Это самый большой и печально известный комплекс концентрационных лагерей и лагерей смерти, созданный нацистской Германией на территории оккупированной Польши во время Второй мировой войны. Это место стало главным символом Холокоста и геноцида, совершенного нацистами. Посещение исторических мест, связанных с Холокостом, вызывает сильные, тяжелые, но важные эмоции. Это путешествие внутрь себя, которое заставляет переосмыслить многие вещи.